Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам коллекцию фильмов с участием известного канадского актера, комика Джима Керри. Это один из любимых моих актеров-комиков, поэтому у меня достаточно много фильмов с участием данного актера. Но далеко не все из известных картин у меня пока нет в коллекции фильма «Маска». Но большинство других известных фильмов присутствует в коллекции. И начать я хочу с самой ранней картины с данным актером, который у меня есть. Показывать буду фильмы в хронологическом порядке. И это фильм «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Одна из первых картин, которая принесла славу Джиму Керри. Фильм режиссера Тома Шидьяка. Это не единственный фильм данного режиссера с Джимом Керри. Также Джим Керри снялся в продолжении данной картины. Это вышло в 1993 году. «Эйс Вентура. Когда зовет природа» вышел уже в 1995 году. Две очень интересных комедии с Джимом Керри. Далее. В 1994 году вышла комедия братьев Фаррелли с участием Джима Керри и Джеффа Дэниелса «Тупой и еще тупее». Также достаточно известная комедия с участием актера. Такое вот издание. А также в 1994 году вышел фильм «Маска». Еще один известный фильм, но у меня пока его нет в коллекции. Поэтому переносимся в 1995 год, в котором помимо второй части «Эйс Вентура» также вышел супергеройский фильм «Бэтмен навсегда», где Джим Керри сыграл роль злодея. Такое вот французское издание в формате 4К. Русский язык присутствует только на 4К диске. Простой Blu-ray без русского языка. Помимо Джима Керри здесь также снялись Вэл Килмер в роли Бэтмена, Томми Ли Джонс, Джим Керри, Николь Кидман и Крис О'Доннелл. Идем далее. И в 1996 году вышла черная комедия Бена Стиллера «Кабельщик», где помимо Джима Керри также снялся Мэтью Бродерик. Это у меня польское издание данного фильма. Присутствует внутренний арт с фрагментами из фильма. И в данном фильме Джим Керри играет роль как бы злодея, антагониста данной картины, который, пытаясь подружиться с персонажем Мэтью Бродерика, начинает ему мешать. Фильм «Кабельщик», 96 год. В 1997 году вышла еще одна комедия Тома Шидьяка с Джимом Керри. Это фильм «Лжец. Где его сын загадывает, чтобы отец в исполнении Джима Керри перестал врать, и это сбывается, что и создает смешные комические ситуации. Переходим к следующему фильму. И это 98 год. И Джим Керри снялся в фильме «Шоу Трумана». Представлен у меня в таком вот издании с фильмами-драмами от Paramount. И здесь присутствует фильм «Шоу Трумана».
Вот сам диск. Вот описание этого фильма. И здесь он с самого раннего детства как бы живет в реалити-шоу, сам этого не зная. Далее, 99-й год. И Джим Керри снялся в фильме Милоша Формана, которого мы можем знать по фильмам «Британия в южном кукушке» и «Амадей». И вот он снялся в фильме Джим Керри данного режиссера «Человек на Луне». И это у нас биографический фильм, который рассказывает об известном американском комике Энди Кауфмане, роль которого сыграл Джим Керри. «2000 год», и Джим Керри снялся в фильме Рона Ховарда «Гринч. Похититель Рождества». Это у нас экранизация известной и популярной сказки доктора Сьюза. Такое вот издание. И здесь Джим Керри очень сильно гримировали. Еще в 2000 году вышел еще один фильм от братьев Фаррелли. Это фильм «Я, снова я и Ирен», где Джим Керри сыграл персонажа с раздвоением личности. Это тоже очень интересная комедия. Женскую роль здесь главную сыграла Рене Зельвегер. В 2002 году не выходило никаких фильмов, а в 2001 был фильм «Мажестик». Это у нас фильм от режиссера Фрэнка Дарабонта, режиссера «Побега из Шоушенка». И в данном фильме Джим Керри приезжает в город, и в котором его принимают за другого человека. Такая вот картина от известного режиссера. В 2002 году не вышло никакого фильма с Джимом Керри, а в 2003 году вышла последняя комедия режиссера Тома Шедьяка. Это фильм «Брюс Всемогущий». Такое вот издание в супер джулбоксе, или как называется, в стекле. Данную комедию я смотрел еще в кинотеатрах, когда она выходила в момент выхода. Здесь у нас также сыграл Морган Фриман, Дженнифер Энистон. И в данном фильме Джим Керри играет роль как бы замену Бога на время отпуска его. И получает сверхспособности. Такая вот комедия. В 2004 вышел фильм, экранизация «Лемони Сникет 33 несчастья» Джимом Керри. И присутствует у меня данный фильм в формате DVD. Идем далее.
И еще один фильм 2004 года. Это фильм «Вечное сияние чистого разума», в котором снялись Джим Керри, Кейт Уинслет, Марк Руффало и Кирстен Данст. Данный фильм выиграл премию «Оскар» за лучший сценарий. Здесь сценаристом данной картины был Чарли Кауфман. И это у нас мелодрама. Тоже достаточно хороший фильм с участием Джима Керри. Следующего фильма «Аферисты Дик и Джейн развлекаются» у меня нету. 2005 года. В 2006 году фильмов не выходило с ним. А в 2007 году вышел психологический триллер с участием Джима Керри. Это «Роковое число 23». Режиссером данной картины выступил Джоэл Шумахер, который уже снимал Джима Керри в картине «Бэтмен навсегда». А здесь Джим Керри играет уже главную роль. И это, как я сказал, психологический триллер. Далее. 2008 год. И выходит комедия с Джимом Керри «Всегда говори да», где главный герой в исполнении Джима Керри начинает всем говорить «да», и показывается, к чему это привело для него. В 2008 году вышел мультфильм, где Джим Керри озвучивал одну из главных ролей в оригинале. И это фильм «Хортон». Такое вот издание. Далее. Следующих годов уже не буду говорить, в какие года. И фильм 2011 года «Пингвины мистера Поппера». Последняя картина, где он играл главную роль из всех, которые у меня есть. Здесь у нас сразу два диска, DVD и Blu-ray. Такая вот комедия. Не очень удачная. Далее. 2013 год. И фильм про иллюзионистов, где также снимался Джим Керри. И это фильм «Невероятный Бёрд Уандерстоун», где также снялись Стив Карелл, Стив Бушеми и Оливия Уайлд, а также Алан Аркин. Видим здесь самого Джима Керри. Далее, следующая картина. Это фильм 2013 года также. Это фильм «Пипец 2», где также снимался Джим Керри наряду с Аароном Тейлором Джонсом, Кристофером Минцплассе, Хлоей Грейс Морец и другими актерами. Здесь он уже роль второго плана у Джима Керри. Также в 2013 году вышел фильм «Телеведущий снова здравствуйте», где Джим Керри сыграл в небольшом сегменте наряду с другими известными актерами. Там в этой сцене также снимались Уилл Смит, Канни Уэст, Лиам Нисон и некоторые другие известные актеры. И там он выступал за Канаду.
фильм «Телеведущий» снова здравствуйте. И, наконец, последняя картина. Это фильм 2020 года с участием Джима Керри. Это «Соник в кино», где Джим Керри сыграл роль доктора Работника. Главную мужскую роль сыграл Джеймс Марсден. Видим самого персонажа Соника. Здесь у нас уже другая обложка. Фильм 2020 года. Присутствует внутренний арт с Соником. Задняя сторона карточек. И сами карточки с персонажами. С Соником. Опять Соник. Снова Соник. Доктор Работник. И сэр Пончик. И это был последний фильм с участием Джима Керри, который у меня есть на сегодня. У меня достаточно много изданий. А на этом видео все. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите следующих видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Пока!